Какие преимущества есть при обучении в молодых вузах? Чем примечателен медицинский университет Швеции, помимо того, что он вручает премии Нобеля? Какой испанский университет выбирают иностранные студенты из-за близости к морю? Студенты, выбирая университеты для дальнейшего обучения за рубежом, чаще всего думают о вузах в крупных городах и отдают предпочтение тем учебным заведениям, что всегда на слуху. Их понять можно, ведь если учебное заведение известно повсюду, значит, скорее всего, оно достойно для того, чтобы в нем учиться. Но тем не менее, есть и другие университеты, не такие популярные, как их собратья, но от этого не менее качественные касательно образования. В этом выпуске мы представляем 5 недооцененных университетов Европы, в которые также можно поступить и получить действительно отличное образование. Университет Бикока, Милан, Италия. Кузина университета Статале в Милане. Она же второй государственный университет Милана. Учебное заведение совсем молодое. Основан вуз был в 1998 году, но уже успел попасть в топ-100 лучших молодых университетов по версии Times Higher Education в 2014 году, где занял 21 место среди лучших вузов мира и первое среди вузов Италии возрастом до 50 лет. В отличие от университета Статале, здесь нет ощущения, словно ты учишься в стенах старейшего заведения, чем-то напоминающее Хогвартс. Зато здесь все современное и инновационное. Даже не все студенты знают, что у Бикоки есть своя подземная цитадель, где располагаются новейшие научные лаборатории. Здесь находится, к примеру, EuroCold, European Cold Laboratory Facilities, одна из самых крупных и современных холодных лабораторий, способных достигать температуры до минус 50 градусов с целью сохранения и изучения льда из Антарктиды, Гренландии и Альп. Не обошли стороной инновации и касательно экзаменационных сессий. Если в большинстве вузов Италии сессии до сих пор проходят устно, то Бикока уже внедрил письменную сдачу экзаменов на компьютере. Обычно экзамен поделен на 2 части – тестовую и с развернутым ответом. Для того, чтобы открылась вторая часть экзамена, студенту необходимо набрать хотя бы 18 баллов из 30 в тесте. Такая система позволяет не только экономить время при сдаче и проверке экзаменов, но и быть уверенным в том, что преподаватель не будет предвзят. Во время проверки они не видят имя и фамилию студента, а потому оценки максимально объективны. В случае, если студент не согласен с оценкой, он может запросить сдачу того же экзамена уже устно. И в таком случае вместе с отвечающим обязательно должен быть так называемый свидетель, который сможет подтвердить, что все было справедливо. Университет находится на периферии города, и если 30 лет назад здесь почти ничего не было, то сейчас район превратился в самый настоящий студенческий городок. Помимо учебных корпусов, которых более 15, здесь также есть студенческие общежития, столовые и бары, спортивный центр и стадион, театр, ангар с современными выставками. Также недалеко от вуза находится торговый центр Бикока Village, где есть магазины, кафе и рестораны, кинотеатр, фитнес-центр. Район продолжает развиваться, и до сих пор на территории недалеко от вуза строятся дома. Каролинский институт, Сольна, Стокгольм, Швеция. Университет является самым крупным медом в Швеции и одним из самых крупных университетов в области медицины в Европе. Был он основан в 1810 по указу шведского короля Карла XIII. Необходимость для создания медицинского учебного учреждения была вызвана завершением финско-русской войны, в ходе которой была обнаружена острая нехватка шведских военных хирургов. Но уже спустя год университет получил лицензию на подготовку не только хирургов, но и врачей общей практики. А в 1895 году по завещанию Альфреда Нобеля Каролинский институт получил право и присуждение нобелевских премий в области физиологии и медицины. Среди известных выпускников вуза Херберт Оливер Круна, один из основателей нейрохирургии, Ларс Лексел, основатель радиохирургии, Ева Кляйн, ученый-иммунолог, известная как одна из первооткрывательниц естественных клеток-киллеров. Среди нобелевских лауреатов также немало выпускников университета. Теорель Аксель Хуго Теодор получил премию за открытие касательно природы и механизма действия окислительных ферментов. Ульф фон Эйлер, обладатель премии в 1970 году за открытие касательно гуморальных передатчиков в нервных окончаниях. Томас Линдель получил премию Нобеля в 2015 году за исследование механизмов репарации ДНК. Каролинский институт нередко называют университетом будущего. Именно об этом думали представители администрации вуза несколько лет назад, когда планировали оживить зоны общего пользования Каролинского
малинки. Так за преображение взялась команда архитекторов и дизайнеров, превратив обычные коридоры и проходы в книжные ряды, сады, беседки и читальни. Задача была создать пространство «дом далеко от дома», чтобы студенты в перерывах между парами могли спокойно заниматься своими делами. Университет Монпелье, Франция. Один из старейших университетов страны, находится в одноименном французском городе и является членом группы Коимбра, представляющей собой объединение европейских вузов. Их цель – развитие связей и координации учебного процесса в русле общеевропейской образовательной политики между старейшими университетами Европы. На сегодняшний день университет состоит из 3 независимых университетов. В первом вузе основными являются право, экономика, экология, медицина. Во втором – естественные науки. Третий состоит из нескольких научно-образовательных факультетов искусств, словесности, филологии, матнаук и так далее. История вуза берет свое начало с 1180 года, когда правитель Монпелье Гийом VIII разрешил практиковать и преподавать медицину в городе. В 1220 году был основан первый в городе медицинский факультет, а с 1260 года в Монпелье стали появляться и юристы. Еще через 20 лет в университете можно было изучать не только медицину и право, но и теологию и философию. В период французской революции университет был ликвидирован, однако большинство преподавателей все равно продолжали вести свою деятельность подпольно. Среди некогда учившихся студентов вуза такие выдающиеся личности, как писатель Франсуа Рабле, Вильгельм I, граф Шаумбург-Липпе, Нострадамус, фармацевт и алхимик, известный своими пророчествами, Андреас Визалий, автор первой медицинской книги по анатомии, основанной на анатомии человека, а не животных. Монпелье в целом считается молодежным городом из-за того, что здесь много студентов, а потому город привлекает внимание своим смешением современного искусства и уличной культуры с историческим наследием. Так что студентам здесь точно скучать не приходится. Каждый год в конце февраля при поддержке мэра города и президента ассоциации поваров Таке Бланше Жерома Био-Мореля проходит фестиваль «Гастрономические ночи», а неподалеку от Монпелье выращивают лучшие в мире розовые устрицы, которые традиционно подаются к столу французских президентов. Университет Валенсии, Испания. Задумываясь об образовании Испании, будущие студенты чаще всего думают в первую очередь о таких городах, как Мадрид и Барселона, но и в других городах есть достойные университеты, а некоторые из них к тому же расположены прямо рядом с морем. Именно по этой причине многие иностранные студенты выбирают именно этот вуз. Город, в котором он находится, расположен на побережье Средиземного моря, а его пляжи Ла Малвероса и Лас Аренас являются лучшими курортными зонами страны. Университет основали в 1499 году, а сегодня в структуру вуза входят колледжи, институты, исследовательские центры, школы, клиники и библиотеки, общее количество которых превышает 100. У студентов университета всегда есть чем заняться и после занятий, так как в Валенсии немало достопримечательностей, рекомендованных к посещению. Город искусств и наук, архитектурный комплекс, состоящий из 5 сооружений на осушенном дне реки Турия. Здесь 5 зданий, среди которых Дворец искусств королевы Софии, в котором находится оперный театр, кинотеатр и планетарий, музей науки принца Филиппа, океанографический парк на открытом воздухе. Есть также мост, башня которого с высотой в 125 метров является самой большой точкой в городе, и крытая площадь, где проводятся спортивные мероприятия и концерты. Университет Минью, Португалия. Один из самых крупных и самых молодых университетов страны, был основан в 1973 году, а свою академическую деятельность начал спустя 2-3 года после создания. В 2012 году The Times назвал университет одним из лучших образовательных учреждений в мире. Вуз также славится своей спортивной подготовкой и в 2018 году был признан самым активным университетом Европы. У студентов есть возможность заниматься скалолазанием, йогой, танцами, единоборствами и другими видами спорта. Корпуса университета расположены в Браге и Геморрайнше. В качестве факультетов университета выступают школы и институты. В каждом из них находится несколько специализированных отделений, вроде наших кафедр. Провинция Минью, в котором расположен университет, является винодельческим регионом. Вино Верде производится именно здесь. Рядом тоже много спокойных и зеленых городков, благодаря чему студенты всегда могут отвлечься от учебы и отдохнуть. Например, можно отправиться в исторический морской город Виана, который является воротами Коста-Верде, зеленого побережья. Друзья, если вам понравились данные университеты, поставьте этому видео лайк. Также пишите в комментариях о вузах, в каких странах вы хотели бы узнать больше. Но на нашем втором канале вы можете увидеть ролики о путешествиях, из которых вы сможете больше узнать о городах и странах.